Всем привет, с вами Алексей Горбачев и подкаст «Американский фокус». Главные новости из США без цензуры. Сегодня в выпуске. Продолжение конфликта между президентом США и главой Федеральной резервной системы. Трамп в каске приехал в штаб-квартиру ведомства, где пятый год ведется реновация. Сатира против системы. Почему телеканал CBS закрывает легендарное Late Night Show? Рассекречены новые файлы о гибели Мартина Лютера Кинга. Бронзовая кожа как намек на политическую принадлежность. Новый тренд в США. В Конгрессе решают, переименовывать ли Центр Кеннеди в Центр Трампа, а оперный театр в Театр Мелании Трамп. Президент США Дональд Трамп в четверг посетил штаб-квартиру Федеральной резервной системы, в которой пятый год ведется реновация. Журналистам Трамп, стоявший в строительной каске, заявил, что смета работ существенно завышена, но глава Федерального резерва Джером Пауэлл в прямом эфире поправил президента, указав, что тот приплюсовал к общей смете стоимость проекта, завершенного несколько лет назад. Это очередной акт давнего противостояния Трампа и Пауэлла. Комментарий нашего обозревателя Любомира Шарлотова. Федеральная резервная система ФРС – Центральный банк Соединенных Штатов. Он отвечает за один из двух столпов экономики страны – монетарную политику. Второй столб – фискальная политика, определяется Конгрессом и президентом. Главная задача Федерального резерва – создавать условия для успешного долгосрочного развития экономики и для защиты от разного рода кризисов. Как и большинство центральных банков, Федеральный резерв обладает значительной независимостью в принятии решений. Кстати, в силу этого вокруг ФРС циркулирует множество теорий заговора. На независимость Федерального резерва регулярно покушались многие президенты США, недовольны ее политикой. Дональд Трамп не стал исключением, однако он атакует постоянно, причем проводит персональные атаки на главу системы Джерома Пауэлла, которого некогда сам и номинировал на этот пост. Трамп, это происходило и в его первое, и в его второе президентство, требует, чтобы Федеральная резервная система постоянно снижала ключевую кредитную ставку. Низкая ставка делает кредиты дешевле, следовательно, американский бизнес может получать более дешевые деньги для инвестиций, а потребители тратить больше, например, используя кредитные карточки. Для Трампа, который всегда вел бизнес на заемные деньги, это нормально и естественно. Однако у дешевого кредита есть и негативные стороны. Он способен приводить к перегреву экономики и к росту инфляции. Есть еще один момент. Если США оказываются в состоянии экономического кризиса, вызванного внутренними или внешними причинами, как, например, во время недавней пандемии ковида, снижение кредитной ставки – наиболее простой и надежный способ минимизации его негативных последствий. В противном случае у Федерального резерва практически не остается серьезных рычагов для поддержания американской экономики на плаву. Пауэлл, в прошлом инвестор и банкир, прекрасно понимает это, как и Уолл-стрит. Показательно, что когда Трамп и Белый дом в очередной раз намекнули, что Джером Пауэлл скоро будет уволен, американские фондовые рынки упали. А когда Трамп сказал, что не собирается увольнять Пауэлла, курсы акций опять пошли вверх. Экскурсия по зданию Федерального резерва стала очередным актом многолетнего противостояния президента и главного банкира страны. По ее итогам Трамп заявил, что его беспокоят не расходы на строительство, а размеры кредитной ставки. Федеральный резерв должен принять очередное решение по этому вопросу 30 июля. На протяжении 30 лет на сцене был смех, сарказм и прямая критика президентов США. Но теперь у неоновой вывески Late Show в Нью-Йорке вместо очереди митинг. Решение CBS закрыть вечернее шоу Стивена Кольбера превратило Бродвей в арену новой культурной войны между республиканским истеблишментом и прогрессивной частью американского общества. В том, что стоит за финансовым решением о закрытии легендарного шоу и при чем тут Трамп, разбиралась наш обозреватель Елена Мещерякова. Трамп должен уйти, а Кольбер остаться, скандируют нью-йоркцы у входа в бродвейский театр Эда Салливана. 30 лет с понедельника по четверг под неоновой вывеской The Late Night Show выстраивались очереди из желающих посмотреть живьем самую рейтинговую вечернюю телепрограмму канала CBS. Но на этой неделе очереди стали стихийно превращаться в митинги. Шоу со Стивеном Кольбером закрывают. Это ожидалось, и мы живем в очень пугающее время. Люди уже должны перестать говорить. Мы на пороге конституционного кризиса. Это и есть конституционный кризис, не потенциально реальный. Он наступил.
Нью-Йоркер Дэвид Мейкли считает нарушением конституционной поправки о свободе слова решение руководства CBS остановить производство легендарного шоу. Его ведущий Стивен Кольбер – саркастичный голос либеральной Америки и убежденный противник 47-го президента США. Он никогда не сдерживал себя в оценке действий Дональда Трампа. Мне плевать на него. Этот человек просто не обладает качествами, необходимыми для того, чтобы быть президентом. Вот и все. Трамп, в свою очередь, испытывал к Кольберу такую неприязнь, что пришел в восторг от новости о его увольнении. Его талант еще меньше, чем его рейтинг, сострил президент. Справедливости ради, Стив Кольбер постоянно и последовательно обижал Дональда Трампа в течение последних 10 лет. Но официальной причиной прекращения вещания стали деньги, заявило руководство CBS. Это исключительно финансовое решение. Оно никак не связано с эффективностью шоу, его содержанием или другими вопросами, касающимися Paramount. Причем тут Paramount, холдинг, в который входит CBS, недавно подписал досудебное соглашение с юристами организации Трампа. Paramount выплатит $16 миллионов за то, что во время предвыборной кампании журналисты CBS подредактировали на монтаже интервью Камалы Харрис, чтобы кандидат от демократов выглядела в эфире лучше. Независимые эксперты предполагали, что иск Трампа бесперспективен, поскольку смысл слов Харрис не был искажен, но руководство корпорации решила перестраховаться. Paramount находится в процессе слияния с другой компанией, Skydance, и ждет разрешения от Федеральной комиссии по коммуникациям. Суд явно замедлил бы этот процесс. Кольбер в эфире назвал 16 миллионов отступных своего работодателя большой толстой взяткой и уже через 2 дня был уведомлен о закрытии шоу. Они убили наше шоу, но совершили одну ошибку. Они оставили меня в живых. В этой мрачной шутке есть доля правды. Стив Кольбер будет записывать программу, как обычно, еще 10 месяцев, до мая 2026-го. Не стоит сомневаться, что просмотры самого рейтингового вечернего шоу Америки вырастут еще больше, а Кольбер за это время найдет себе новую стриминг-платформу и других инвесторов. В целом, похоже, эра затратных политических сатирических телепрограмм, которые идут следом за новостями, объективно подходит к концу. Формат, зародившийся еще в 60-х годах прошлого века, не привлекает молодую аудиторию. Очевидно, что YouTube и TikTok победили телевизор. Но пока The Late Night Show остается в эфире, победа сегодняшнего хозяина Белого дома над независимым медиа и несогласным ведущим не окончательна. На этой неделе администрация Дональда Трампа опубликовала рассекреченные материалы, касающиеся расследования убийства в 1968 году лидера движения за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Обнародованы архивы, в которых история убийства Мартина Лютера Кинга переплетается с тайными наблюдениями ФБР за каждым его шагом и словом. Тему продолжит Евгений Маслов. Белый дом распахивает двери в прошлое, сдувая пыль с госархивов. Обнародованы долгое время засекреченные материалы о Мартине Лютере Кинге, борце за права афроамериканцев и человека, чьи слова о мечте стали одним из символов борьбы за гражданские права и одной из самых известных цитат американских политиков. Досье с печатями ФБР, старые стенограммы разговоров, заметки спецагентов. Теперь это все доступно каждому. В общей сложности более 230 тысяч страниц материалов. Среди опубликованных документов подробные отчеты слежки ФБР за Мартином Лютером Кингом в 60-е годы прошлого века. Есть и записи личных бесед, где он откровенен и в разговорах звучит как обыкновенный человек, а не идеализированный персонаж. Родственники Мартина Лютера Кинга публикацию документов встретили с осторожностью и в своем заявлении попросили тех, кто занимается их публикацией, делать это с сопереживанием к утрате, которую до сих пор чувствуют члены семьи Кинга. Мы понимаем, что обнародование документов, касающихся убийства нашего отца, доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, давно является предметом интереса и привлекает внимание общественности на протяжении десятилетий. Мы глубоко переживаем его трагическую смерть. Это была тяжелая утрата для его жены, детей и внучки, которую он так и не успел увидеть, и наша семья переживает эту утрату уже более 57 лет. Мартин Лютер Кинг-младший, харизматичный проповедник и один из самых ярких лидеров за права чернокожих американцев, был убит 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Вину на себя взял ранее судимый Джеймс Эрл Рэй, но впоследствии он заявлял, что сделал это под давлением. В 1998 году он умер в заключении.
Семья Мартина Лютера Кинга не раз публично выражала сомнения в том, что именно Рэй был убийцей и что он действовал в одиночку. Официальную версию событий ставили под вопрос и многие ближайшие соратники лидера движения. Обнародование этих документов должно рассматриваться в полном историческом контексте. При жизни наш отец был объектом безжалостной, агрессивной и глубоко тревожной кампании дезинформации и слежки, организованной Джоном Эдгаром Гувером через Федеральное бюро расследований. Эти действия были не только вторжением в частную жизнь, но и преднамеренным посягательством на правду, подрывающим достоинство и свободы частных граждан. ФБР вело досье на Кинга в 60-х годах прошлого века по официальной версии, поскольку правозащитник подозревался в связях с коммунистами во время Холодной войны между США и СССР. Позже эту методику признали чрезмерной. Часть документов, связанных со слежкой, будет опубликована решением суда только в 2027 году, как изначально и было запланировано. Американские СМИ отреагировали на публикацию новых материалов неоднозначно. Часть экспертов говорят о том, что национальный герой открылся теперь публике глубже. Другие считают, что правозащитник выглядит не столь уж однозначно. А кто-то говорит о том, что публикация вовсе не разрушает миф, а только делает Кинга ближе и понятней публике. Часть экспертов при этом отмечают, что принципиально новых деталей в истории Кинга опубликованное досье не вносит. Опубликованные файлы не переписывают историю, а ее уточняют и дополняют. Они придают наследию Кинга объем и показывают его борьбу против системы более детально. Американские аналитики и историки добавляют, что обнародованные документы – это не попытка сорвать с Кинга ореол славы, а шанс понять, как непросто рождалась его мечта. В Америку возвращается мода на загар, как естественный, так и в солярии. Как отмечает издание «Атлантик», на сей раз, в отличие от нулевых, этот тренд не ограничивается эстетикой. Загар становится в том числе и своеобразным политическим заявлением и символом отношения действующей власти к научным и медицинским институтам. С подробностями Ксения Туркова. Совсем недавно стилисты и инфлюенсеры объясняли, что такое мага-макияж. Блогеры заметили, что многие республиканки-сторонницы Дональда Трампа выглядят похоже и устанавливают своеобразную моду на мейкап определенного типа. В интернете завирусился ролик американской комикессы Сьюзен Ламберт, которая показывала, как делает такой макияж. Толстая подводка, колючая тушь, создающая эффект глаз енота, но главное – оттенок кожи, желтое лицо и красные шея и грудь. Они по какой-то причине постоянно загорают и не верят в солнцезащитный крем, говорила Ламберт. В Америку возвращается мода на загар. На сей раз в том числе как культурный и идеологический тренд. Загорелая кожа ассоциируется со статусом и с определенными политическими взглядами. Тон задает не только сам президент, но и министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший, которого не раз замечали в солярии в Вашингтоне. В рамках этого движения популярна идея о том, что солнце лечит, а солнцезащитный крем вреден. Комиссия движения, возглавляемая Робертом Кеннеди-младшим, в своем майском докладе не упоминает рак кожи в числе хронических заболеваний, хотя упоминает пользу утреннего солнца для циркадных ритмов, настроения и метаболизма. Американские дерматологи отмечают рост запросов клиентов на продукты и процедуры, связанные с загаром. Появляются специальные приложения, которые советуют, когда нужно загорать, чтобы получить идеальный загар для соцсетей. В моду входит макияж под солнечный ожог, эффект ярко-румяных щек, sunburned makeup, как у певицы Сабрины Карпентер. И уже появляются рекламные кампании, иллюстрирующие горячий загар. А wellness-инфлюенсеры утверждают, что недостаток солнца – причина многих заболеваний. Один из популярных блогеров даже порекомендовал мужчинам подставлять солнцу гениталии для повышения уровня тестостерона. Эта практика не имеет под собой никакой научной основы. Мода на загар становится своеобразным манифестом против официальной медицины и призывом к возвращению к естественным практикам. В то же время специалисты обеспокоены распространением мифов и дезинформации. Опрос Американской академии дерматологов показал, примерно четверть взрослых, особенно в возрастной группе с 18 до 26 лет, не осознают рисков загара. Эксперты сравнивают загар в солярии с курением. Привычка сознательно игнорировать доказанные риски ради кратковременного эстетического эффекта. В комментарии «Атлантик» президент Фонда борьбы с разными типами рака кожи Дебора Сарнов подчеркнула, безопасного загара не существует.
Имя Дональда Трампа уже носят небоскребы, курорты, водка и духи. Теперь, возможно, к этому списку добавится и Центр исполнительных искусств в Вашингтоне. В Конгрессе рассматривается законопроект о переименовании Центра Кеннеди в Центр Дональда Трампа, а его оперного театра в Театр Мелании Трамп. Что именно сделала чета Трампов для искусства – вопрос открытый, но некоторые республиканцы уверены, пора вернуть искусство в надежные руки. Подробности в материале Нины Вишневой. Вашингтон, июнь 2025 года. В оперном театре Центра Кеннеди дают мюзикл «Отверженные». Историю о восстании угнетенных против несправедливой власти. В зал входят президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Трампа встречают в основном неодобрительным гулом и свистом. А ровно через месяц, 22 июля, в Палате представителей появляется инициатива. Республиканец Майк Симпсон предлагает переименовать этот самый театр в Оперный театр имени Мелании Трамп. Поправка включена в законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2026 год. Майк Симпсон, возглавляющий профильный подкомитет по бюджету, называет переименование, цитата, «признанием приверженности Мелании Трамп к искусству и гуманитарным наукам». Но и это только увертюра. Почти одновременно другой республиканец, конгрессмен Боб Мондер из Миссури, предлагает пойти еще дальше и переименовать весь Центр Кеннеди в Центр исполнительских искусств имени Дональда Джей Трампа. Его законопроект получил название «Make Entertainment Great Again» – «Мега», созвучное знаменитому слогану кампании Трампа, что можно перевести как «Сделаем индустрию развлечений снова великой». В документе утверждается, что Трамп в течение более 40 лет поддерживает искусство и является важной фигурой американской поп-культуры. При этом ни в одном из документов не указано, какие конкретные формы поддержки искусства или конкретные культурные проекты Трамп осуществляет. Инициатива Симпсона пока одобрена на уровне комитета 33 голосами против 25. Почти строго по партийной линии. Лишь один заблудившийся демократ проголосовал «за». Теперь обе инициативы ожидают дальнейшего голосования в полном составе Палаты представителей, а затем в Сенате, где у демократов больше инструментов для блокировки таких предложений. По официальным данным самого Центра Кеннеди, за 4 года первого президентства Трампа Мелания посетила учреждение всего несколько раз. У нее церемониальная роль в Совете попечителей, но ее участие не сопровождалось ни запуском новых программ, ни активным фандрайзингом, ни образовательными инициативами. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп сам себя назначил председателем Совета попечителей Центра Кеннеди, а в своей соцсети заявил любимым капслогом, цитируем, «Больше никаких драг-шоу и антиамериканской пропаганды». Наиболее резкая и эмоциональная реакция на инициативу переименования последовала от Джека Шлосберга, внука Джона Кеннеди. Он назвал эту попытку «стиранием наследия его деда» и отметил, что Кеннеди рассматривал искусство как средство борьбы с авторитаризмом, как важнейший компонент гражданского общества. «Нация раскрывает себя тем, кого она выбирает помнить», – говорит Шлосберг. Чтобы оценить предложение о переименовании, необходимо, например, понимать роль, которую играют первые леди США и масштаб их вклада. Эта роль эволюционировала от чисто церемониальной к значимой общественно-политической. Так, Элеонора Рузвельт в 30-40-х годах была одним из самых влиятельных голосов своего времени. Она активно писала, защищала права человека, ездила с миссиями по стране. Жаклин Кеннеди сосредоточилась на культурной дипломатии и исторической реставрации. Леди Бёрд Джонсон запустила кампанию по благоустройству, впервые наняла пресс-секретаря и политических советников. Современные первые леди, включая Лору Буш, Мишель Обаму и Джилл Байден, также занимались масштабными инициативами от образовательных проектов до реформ здравоохранения. То есть роль первой леди сегодня – это мощная платформа для общенациональной адвокации и мягкого влияния на политику. И на этом фоне достижения Мелании Трамп такие – Be Best. Заявленная в первый срок Трампа программа Мелании по борьбе с кибербуллингом была, в общем, эфемерной. Расплывчатые цели, минимум действий, максимум фотосессий. Апофеозом стал визит к детям-мигрантам в куртке «Мне правда все равно, а тебе».
Позже, правда, она заявила, что это был протест против средств массовой информации. Ну а Мелания второго срока без программы вообще. Она королева дистанцирования. Надо признать, Соединенные Штаты крайне скупы на чествование первых леди. Единственный полноценный памятник – национальный исторический комплекс Элеоноры Рузвельт, да и то за ее постпрезидентскую работу в ООН и борьбу за права человека. В Нью-Йорке есть школы, которые носят ее имя, в каких-то городах еще пара школ. Багаж Жаклин Кеннеди в том же Нью-Йорке, проходное именное фойе в здании Центрального вокзала, где вечная толпа и недочтение надписей, плюс скромная табличка в парке Снаг-Харбор, который в свое время хотели застроить многоэтажками, но Жаклин Кеннеди приплыла туда на пароме лично и призвала сохранить легкие Нью-Йорка. В общем, все. Никаких публичных объектов в честь, например, Хиллари Клинтон или Мишель Обамы нет вообще. Отдельная ирония – это название закона Боба Ондера «Mega – Make Entertainment Great Again», в котором скрыта аллюзия на мага. Но уж если у кого и получилось сделать индустрию искусств великой, явно не у Дональда Трампа, а у Джона Кеннеди, при котором Америка открыла сцены для Марты Грэм, Майлза Дэвиса, Леонарда Бернстайна и Пабло Кальзаса. Против инициативы Симпсона и Ондера выступили представители Демократической партии. Конгрессвумен Шилли Пингри, лидер демократов в бюджетном комитете Палаты представителей, заявила, что поправка была включена тайком и представляет собой часть более широкой кампании по концентрации власти в руках президента. Конгрессмен Грег Кассар из Техаса выразился еще резче. Цитата. «Если вы один из 17 миллионов американцев, которые могут потерять доступ к медицинской страховке, вы не волнуйтесь. Республиканцы-то переименуют театр в честь Мелании Трамп». Кроме политических и символических аспектов, вопрос упирается и в юридические ограничения. Федеральный закон 1983 года прямо запрещает установку новых мемориалов или переименование центра Кеннеди без отдельного решения Конгресса. Таким образом, для того, чтобы предложения Симпсона и Ондера стали реальностью, потребуется преодоление правовых барьеров. Желание натянуть Меланию на театр Дональда Трампа на весь центр – это не только личная лояльность, это реванш, политическое наступление на символы, олицетворяющие плюрализм и силу искусств как инструмента сопротивления. Но если голос народа – это музыка демократии, галерка уже вовсю репетирует свою партию. На этом на сегодня все. Вы слушали подкаст «Американский фокус». Главное США за неделю без цензуры. С вами был ведущий Алексей Горбачев. Не забывайте поделиться нашим подкастом с друзьями, поставить лайк, а также нажать кнопку пожертвований, если вам нравится независимая журналистика. До встречи на следующей неделе.